Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку традиционный пасхальный польский пирог мазурек. Пирог этот получается бомбически просто вкусным. Готовится из самых простых и доступных продуктов. Пирог, естественно, из песочного теста, наверное, вы уже поняли. Пирог этот готовится очень просто и быстро. Здесь я покажу, как его приготовить даже без всякой формы для выпечки. Получится у нас сегодня в форме пасхального яйца. Традиционно в Польше он очень часто в прямоугольных формах выпекается, украшается различными сухофруктами. Итак, сначала мы приготовим тесто. Для теста я беру 150 грамм холодного из холодильника сливочного масла, натираю его на терке, добавляю туда 8 грамм ванильного сахара, небольшую щепотку соли, 75 грамм сахарной пудры. Все это перемешала до однородности, добавляю туда сейчас одно яйцо среднего размера. Вместо одного яйца можно добавить 3 желтка. Если они у вас есть в наличии, тесто будет еще лучше. Я просеиваю туда сейчас 250 грамм муки. И с мукой я уже смешала 1/3 чайной ложки разрыхлителя. Вот обязательно нужно добавить разрыхлитель туда. Совсем немножко, но он будет идеально просто помогать этому тесту. Тесто я просто объединила в комок. Ни в коем случае я ничего здесь не вымешивала. Убираю сейчас его в пищевой пленке минут на 15 в морозилку. Уже раскатала в пласт, чтобы мне потом уже удобнее было раскатывать. И делаю самодельную вот эту форму в виде пасхального яйца. Здесь я трафарет вырезала перед этим, но покажу вам, как и без всякого трафарета можно сделать. Берем обычное круглое дно от формы для выпечки или тарелку, как вам уже нравится, 23 см в диаметре. И от этой формы ведем 2 дуги, чтобы они смыкались сверху. И получается у нас форма яйца, по сути. Складываю вместе, чтобы обе стороны были у нас одинаковыми. И вырезаю уже по первой стороне. И все, форма яйца у нас уже готова. У меня получается оно 23 сантиметра в ширину и 31,5-32 сантиметра где-то в длину. Вот такой размер у этого яйца. Если вы захотите выпекать, допустим, в круглой форме, круглая форма подойдет 26 сантиметров в диаметре, квадратная форма подойдет 23 на 23 сантиметра. Итак, тесто у меня уже охладилось. Я его раскатала в пласт где-то 5 миллиметров. Тоньше здесь я раскатывать корж этот не советую, именно из-за того, что у нас будет гореть низ и не пропекутся бортики. То есть здесь должна быть и для самого пирога, то есть основа должна быть немножко побольше, чем 3 миллиметра. Это все-таки у нас не печенька. Вырезала сейчас по своему трафарету. Накалываю обильно вилкой этот корж. И вот обрезки у меня, которые остались, я сейчас скатываю вот в такие небольшие шарики и из них сразу делаю ромбики. И вот эти ромбики ставлю на корж. И у меня будет такой своеобразный бортик. Бортик здесь нужен обязательно. Оно пластичное очень, это тесто. Я его не охлаждала дополнительно. То есть вот как я его обрезала и сразу из него делаю эти бортики. Еще раз говорю, вы можете выпекать в совершенно обычной форме, к которой вы привыкли. Я просто показываю, как здесь легко и быстро сделать вообще без всякой формы в виде пасхального яйца. Я думаю, что это тоже очень хорошая идея, кому-то она пригодится. Охлаждаю в морозилке минут 10. Вот такой кусочек теста у меня всего лишь остался. Обязательно заготовку охлаждаю. У меня прошло 10 минут, заготовка охладилась. Выпекать сейчас я буду при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз без конвекции 20 минут. И потом еще плюс 3-5 минут с конвекцией тоже при 180 градусах Цельсия. Вот здесь я выпекала 5 минут еще дополнительно, то есть в общей сложности 25 минут. У меня уже верхушечка начала золотиться. Дала полностью остыть коржу и выливаю сейчас на корж разогретое до кипения желе из красной смородины. У меня здесь в мисочке было 200 грамм. Вы можете джем также использовать из кислых ягод. Потом миску я взвесила уже, когда я налила вот эту часть. У меня получилось, что на корж я налила по факту 120 грамм вот этого желе. Вы для этой прослойки можете также использовать джем без косточек. Конечно же, чтобы он был из кислых ягод, можно также абрикосовый использовать. Просто благодаря тому, что красный цвет здесь у этого желе или у джема, в прослоечке будет еще дополнительный цвет
От этого просто визуально красиво получается. Следует здесь брать джем или желе на пектине, чтобы он сразу схватывался. Он будет идеальной сейчас поверхностью, просто для нанесения следующего слоя. Либо можно использовать густое домашнее повидло, тоже с кислинкой. Для заливки карамельной мы будем использовать конфеты «Коровка». Здесь у меня оригинальная польская коровка. Я думаю, в каждой стране продаются конфеты «Коровка». Вот такая вот она по консистенции, эта коровка. То есть она такая хорошая, добротная коровка. Не крошится, но это и не ириска ни в коем случае. То есть свежая, хорошая коровка. Я сейчас буду озвучивать порцию вот этой карамельной заливки сверху, на тот случай, если бы мы не использовали вот этот джем в прослойку, потому что не все его хотят. Но с ним получается идеальный просто вкус. И практически все польские хозяйки для кислинки добавляют туда именно какое-то варенье или повидло, или джем. 120 мл молока я довела до кипения. В этом молоке я прогрела 400 грамм вот этих конфет «Коровка». В закипающее молоко я добавила все конфеты и, постоянно помешивая, я довела всю эту смесь до полного растворения конфет. И тут же сняла с огня. Процедила через сито, чтобы не было кусочков конфет нерастворенных. И добавила туда 40 грамм сливочного масла комнатной температуры. Перемешала все это, ничего не жду, чтобы корочка не схватилась. И сразу же выливаю это на корж. Вот этот джем у меня, вот это желе фруктовое уже полностью схватилось, потому что наливали мы его горячим. И вот сейчас у меня вот этой массы карамельной, вот из коровок из этих, у меня останется 150 грамм. То есть если бы мы не использовали этот джем, вся бы масса, в принципе, ушла карамельная. Но я показываю здесь именно ту порцию, именно для тех, кто не захочет использовать вот это вот повидло или джем или желе фруктовое. Это все на ваше усмотрение. Веточки вербы я рисую растопленным темным шоколадом. Шоколад у меня без всяких примесей, просто 50% какао. То есть я не добавляла туда никакого другого масла, просто шоколад. Для веточек я здесь ни в коем случае не советую использовать шоколадную глазурь. Она более текучая, чем шоколад, и у вас будут просто кляксы от этой глазури. Кто захочет вот так вербочки нарисовать, знаю уже из многолетнего опыта. Вот сами почки у вербы, вот эти пушистые, я рисую из глазури, потому что у меня не оказалось белого шоколада, но я глазурь остудила уже настолько, чтобы она у меня не лилась. И заканчиваю, дорисовываю я эти почки уже при помощи, опять же, этого темного шоколада. То есть здесь делается все несложно. Руку поддерживаю второй рукой, потому что очень тонкая работа здесь. Вы можете вообще так не украшать. Вы можете сделать 3 веточки вербы, выложить эту вербу можно также миндальными лепестками или очищенным бланшированным миндалем и сделать также веточки из шоколада. Это все на ваше усмотрение. В Польше очень часто этот пирог украшается именно сухофруктами по традиции. Вместо вот этой вот заливки из конфеты «Коровка», но это идеальнейшая заливка, которая идеально просто подходит и по вкусу, и идеальную поверхность дает потом. Можно использовать вареную сгущенку, но это будет вообще не то. То есть ее можно также растопить, заливать, но она будет у вас комками все равно. Нужна лучше всего конфета «Коровка». Она везде продается в каждой стране и стоит недорого. Сделала вот этот бантик для букета из мастики. Раскатала вот эти тоненькие жгутики на столе и в виде сердечка сделала вот этот бантик. И в принципе пирог мой уже готов. Украшать можно хоть сахарной посыпкой, рубленными орешками. Все, что вам нравится. Цукатами, разными сухофруктами. Можно цветочки сделать из миндальных лепестков. Низ пирога я посыпаю здесь дроблеными фисташками, чтобы создать эффект такой весенней зелени. Это все на ваше усмотрение. Главное, что этот пирог всегда украшается сухофруктами и орехами. Это вот классика такая. Как я уже сказала, вы также можете все это делать и в прямоугольной, и в квадратной форме. Пирог этот очень-очень вкусный получается. Чем-то он, может быть, по вкусу даже напоминает наши привычные орешки со сгущенкой. Вот этот вкус, он, естественно, чем-то похож. То есть это то, что нравится всем. По вкусу это необыкновенно вкусно. Вот эту кислинку можете добавлять в начинку, можете не добавлять. Это все на ваше усмотрение. Но я для баланса вкуса добавляю, потому что с этой прослоечкой, тонюсенькой из джема, очень вкусно. Главное, берите такой джем, который не перебьет вот эту карамельную нотку.
Забыла сказать, что перед тем, как наносить рисунок, вот эти вот полосочки в виде веточек из шоколада, я этот пирог охлаждала где-то полчаса в холодильнике. Опять же повторяю, вы можете просто сделать сеточку из шоколада и посыпать сухофруктами. Это все на ваше усмотрение, если вы как бы сомневаетесь, получится ли у вас такая верба. Итак, нарезается превосходно, рассыпчатое, хрустящее песочное тесто получается. Вот эта карамельная заливка, она остается слегка подвижной даже после холодильника. То есть она не застывает ни в коем случае здесь в камень. По сути, его можно есть просто вот так рукой, как обычное песочное пирожное. Этот пирог. Все здесь очень сбалансировано во вкусе. Очень советую готовить. Съедается моментально такой пирог. И, конечно, его можно приготовить на любой праздник, не только на Пасху. Как вам нравится, можно просто к чаю приготовить, просто посыпать там орешками, и будет незабываемо просто вкусно. И в обычной форме можно тоже готовить. Я здесь просто показала как идею для пасхального стола. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.